Привет, друзья! Посетители живого уголка Артемия Троицкого, сокращенно ЖУТЬ. Сегодня у нас популярная советология посвящена организации под названием КГБ, Комитет государственной безопасности СССР. Организация, как вы знаете, наверное... Да, кстати, похож я на шпиона. Надеюсь, что да. Организация, как вы знаете, в высшей степени знаменитая на весь мир, популярная и легендарная, отмеченная во многих кинофильмах, в том числе и голливудских. В принципе, такие организации есть во всех странах мира, я думаю, без исключения или с редчайшими исключениями. Но если говорить о КГБ, то тут, что называется, есть нюанс. И нюанс заключается в том, что Советский Союз был тоталитарным государством, а в тоталитарном государстве и роль вот этих самых органов безопасности, и их размеры, их разветвленность и так далее гораздо больше, чем в какой-нибудь там Британии, Америке, Франции, Германии и так далее. КГБ, на самом деле, если не считать, естественно, коммунистической партии Советского Союза, я думаю, это была самая могущественная, самая влиятельная организация в государстве. История КГБ началась еще в 1917 году, когда была организована некая ЧК, чрезвычайная комиссия, ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия. Отсюда пошло слово «чекисты». ЧК мутировала в ГПУ или ОГПУ, Главное политическое управление, а в 1934 году все это вылилось уже в такую совершенно монструозную контору под названием НКВД. Народный комиссариат внутренних дел. И НКВД – это уже была такая всеобъемлющая силовая репрессивная организация, в которой были собраны воедино и то, что мы называем КГБ, и то, что мы называем МВД, то есть милиция. В общем, общесиловая такая вот жуткая штуковинка. Ну, время, сами понимаете, 1934 год, а там уже не за горами и 1937 год, и война, и прочее. В общем, да, время было жуткое, и НКВД, конечно, было тоже кошмарной организацией. После войны НКВД было переименовано в МГБ, Министерство государственной безопасности. Просуществовало оно с 1946 по 1953 год и тоже сочетало в себе и органы, так называемые загадочные, и простую милицию. Ну, а стало оно таким нормальным, уже привычным КГБ уже после смерти Сталина, в самом начале хрущевской оттепели, в 1954 году, и просуществовало таким образом КГБ до 1991 года. Я не буду подробно останавливаться на истории КГБ, рассказывать о различных этапах славного пути, о всяких ее знаменитых начальниках. Но одного упомяну, при котором я, собственно, с этой организацией и соприкасался. Скажу лучше о функциях КГБ, и это точно совпадает с теми ГУ, то есть главными управлениями, которые в КГБ были. Итак, первое главное управление – внешняя разведка. Ну, понятно, что такое внешняя разведка. Это шпионы. Второе главное управление – внутренняя безопасность и контрразведка. Что такое контрразведка, тоже понятно. Третье ГУ – это армия, особые отделы и пограничные войска. Да, в принципе, границы Советского Союза, все вот эти пограничники и так далее, находились в ведомстве не Министерства обороны, как можно было бы предположить, а в ведомстве КГБ. Четвертое главное управление – транспорт. Ну, честно говоря, не очень себе представляю, что это такое. Пятое главное управление – это борьба с идеологическими диверсиями и антисоветизмом. Опять же, все ясно. Шестое главное управление – экономическая и промышленная безопасность. Седьмое главное управление – наружное наблюдение. Вот так называемая наружка, в общем, слежка, можно сказать, тотальная. Восьмое главное управление – правительственная связь
и шифровка. 9 главное управление – охрана руководства. Ну, это, по-видимому, то, что теперь называется ФСО – Федеральная служба охраны. Ну и так далее. Еще там всякие управления. Управление здравоохранения, как ни странно, строительство, охрана и так далее. Ну и, наконец, последнее, самое, так понимаю, свежее главное управление, 16-е – это электронная разведка, радиоперехват. Значит, сколько народу работало в КГБ? Около 500 000. По данным на начало 1991 года, около 500 000 человек, конкретно там 480 примерно тысяч человек, из которых 270 тысяч, в общем-то больше половины, это как раз пограничники и связисты. И из этих почти 500 000 офицеров было 180 тысяч. Почти половина, это еще не считая погранцов, это были офицеры. Ну, как вы понимаете, структура совсем не такая, как в армии, где огромное большинство – это рядовой состав. И, наконец, еще что интересно, 260 тысяч, это помимо 500 000, еще 260 тысяч было негласных сотрудников КГБ. В том числе иностранцев. КГБ было расформировано, ну и потом, как бы, так сказать, переделано слегка в самом конце 1991 года, буквально за 5 дней до распада Советского Союза. Все эти данные, они, конечно, любопытные, но они имеются в интернете. В общем-то, ничего тут такого сенсационного я вам сообщить не могу. Я думаю, что интереснее вам будет узнать о каких-то моем личном опыте соприкасания с КГБ. Началось все в 10 классе средней школы. Я учился в хорошей престижной математической школе номер 7 города Москвы. И в 10 классе к нам пришли рекрутировщики, что ли, как это назвать? В общем, соблазнители из высшей школы КГБ. Пришли они набирать подходящих абитуриентов в свою высшую школу КГБ, где, естественно, обещали мгновенное без проблем поступление и так далее. Интересно было, по какому принципу рекрутеры отбирали школьников. Ну, во-первых, они должны были неплохо учиться, не обязательно отличники, но, в общем-то, по крайней мере, не двоечники. Во-вторых, это должны были быть только парни, девочек в высшую школу КГБ, ну, тогда, по крайней мере, не брали. И, в-третьих, они должны были быть правильного происхождения, в первую очередь, я так понимаю, в национальном плане. У нас в школе, в классе, примерно половина ученического состава – это были евреи. Вот евреев в высшую школу КГБ не приглашали. И, в принципе, в общем-то, это было вполне логично, потому что в 70-е годы уже пошла вот эта волна советского еврейства эмигрировать в Израиль. Вот, поэтому, естественно, учить в высшей школе КГБ, ну, если только не в качестве шпионов в Израиль засылаемых, в общем-то, евреев было совершенно ни к чему. Ну, меня, я думаю, по ряду причин не пригласили в высшую школу КГБ, но где-то, по-моему, порядка 6 парней из нашего класса пошли, значит, в эту самую высшую школу КГБ. В том числе один мой хороший приятель, с которым мы после этого еще некоторое время общались. Но я могу сразу сказать, он не пытался меня завербовать, а я, с своей стороны, тоже его никогда не расспрашивал о высшей школе КГБ, вообще о КГБ и так далее. Мне это было совершенно неинтересно. Ну, пожалуй, сейчас я об этом даже скорее жалею. Журнал, как-то ни странно, «Музыкальная жизнь». Заместителем главного редактора этого журнала была не кто-нибудь, а Ирина Юрьевна Андропова, родная дочь Юрия Владимировича Андропова, знаменитого и всемогущего председателя Комитета государственной безопасности, ну а потом он еще в течение года или около того еще был и генеральным секретарем
ЦК КПСС. Ирина была очень милой дамой. Она не была моим персональным редактором. Я в музыкальной жизни конкретно работал с Ниной Петровной Завадской. Но сидели мы все, в общем-то, в одном помещении, пересекались, пили чай, общались и так далее. Милейшая была женщина Ирина Андропова. Ничем не выдавала она своего КГБшно-номенклатурного происхождения. То есть единственное, что я смог вспомнить, это то, что привозила ее в редакцию и увозила из редакции черная служебная «Волга». А в остальном была совершенно нормальная, интеллигентная женщина с высшим музыкальным образованием, в общем, в полном порядке. Я к ней никогда не обращался, надо сказать, блатную лапу таким образом не использовал. Мой отец, поскольку он был международником, ездил по заграницам и так далее, то, в общем-то, естественно, он общался с КГБшниками конкретно, значит, у него был такой, не скажу, что друг, но, в общем-то, хороший знакомый, генерал КГБ, главный КГБшный спец как раз по Латинской Америке. Имя его помню, Коля Леонов. Его звали Николай, значит, Леонов. Он был генералом КГБ. Я его никогда не видел, но от отца, в общем-то, много о нем слышал и знаю, что они периодически общались и обсуждали там всякие насущные темы латиноамериканской политики. Отец, кстати, этого знакомства совершенно не скрывал. Был еще такой общий фон, касающийся КГБ, постоянно то там, то здесь возникающие такие кухонные интимные разговоры на тему о том, а кто из наших общих друзей стукач. Как правило, никто этого не знал, но поговорить на эту тему о подозрительном поведении, о каком-то там особом, желании кого-то о чем-то таком деликатном расспрашивать и так далее. В общем-то, разговоры эти постоянно велись. Не знаю доподлинно, сколько стукачей было в моем кругу, но уверен, что их было много. О стукачах, кстати, пойдет речь в одной из ближайших серий популярной советологии. Поскольку тема актуальная, то решил я об этом еще отдельно поговорить. И, наконец, главное, мой первый и единственный очный контакт с КГБ. Дело было не то в мае, не то в июне 1983 года. Я тогда работал в Институте истории искусств, младшим научным сотрудником. Жизнь у меня была гораздо более разнообразная, чем пребывание в академическом институте. И однажды, в мае-июне, вызвали меня в отдел кадров на второй этаж института. Кадровичка у нас была такая пожилая, крепкая, сухощавая дама, я думаю, из старых большевиков. «Заходите», — говорит Артемий Кивович. Я зашел, и сидела там, эта наша кадровичка, как ее звали, я уже не помню. И с ней, два вполне нормального вида, одетых в костюмы молодых, скорее молодых, лет 30-35 человека. Когда я зашел, кадровичка сказала: у нас тут места мало, я уйду, оставлю вас, наедине. Окей. Я присел, ребята представились по имени-отчеству, фамилии своих не назвали, корочки свои, опять же, не предъявили. Честно, откровенно сказали, что мы из КГБ и хотели бы с вами поговорить. Дальше все пошло примерно так, как я и предполагал. Я, в общем-то, был, в принципе, к такому разговору морально готов. Они сразу стали, говорить, какой я хороший парень, и какой я талантливый и способный, и какое у меня блестящее будущее, кандидатскую диссертацию сможете защитить, да и всякие там газеты, журналы и прочее, прочее. А потом перешли к делу. Тут меня ждал сюрприз. Я был уверен, что их будут интересовать всякие самиздаты, а я печатался в самиздатовских журналах, «Зеркало», потом «Ухо», подпольные всякие концерты, квартирники. Это вся, наша подпольная жизнь. На самом деле
Их это не интересовало вообще. Ни одного вопроса на эту тему задано не было. Интересовало их совсем другое, а именно мои связи с иностранцами. А связи у меня такие были, потому что, я вообще никогда не комплексовал по поводу иностранцев. Мне всегда нравилось общаться с иностранцами, представителями иной культуры, иного менталитета. Мне это всегда было очень интересно. У меня были и всякие знакомые, в том числе известные музыканты западные, с которыми я переписывался, то есть обменивался письмами. Там такие люди, вплоть до Лори Андерсон, Дэвид Бёрн из Talking Heads, еще несколько человек. Плюс были всякие знакомые иностранцы, которые жили в Москве. Это были, с одной стороны, иностранные студенты, изучающие русский язык, особенно студентки, до которых я был особенно падок, иностранные корреспонденты. А среди иностранных корреспондентов было много людей молодых, которые так же, как я, очень интересовались музыкой, и у меня с ними была большая дружба, они постоянно ездили к себе, обычно я с англичанами общался, в Лондон, в Нью-Йорк, Вашингтон, привозили оттуда какие-то интересные записи, но я, естественно, у них ничего не покупал и не заказывал, потому что я знал, что это стрёмно. Брал, одалживал послушать пластинки, кассеты. Короче говоря, стали они меня спрашивать об этом. И предложили, естественно, чтобы, они сказали, вы, Артемий Киевич, продолжаете общаться, мы совершенно не требуем, чтобы вы прекращали общение с ними, хотя это, конечно, в общем-то, дело такое опасное, но вы нам пишите об этом отчеты. Я не стал играть, в пионера-героя и говорить, что нет, я не буду, я только о чем не стану и так далее. Я выбрал иную тактику, я сказал, да нет, ребята, вы знаете, что я бы, может, что-нибудь, если было бы интересно, я бы вам и рассказал, но мы общаемся только на музыкальные темы. Я политикой вообще не интересуюсь, всей этой фигней нет, у меня вся переписка идет только про музыку, и, в общем-то, я боюсь, что ничего интересного я вам сообщить не смогу. Они мне оставили на прощание контактный телефон и сказали, вы нам звоните, когда у вас что-то будет. Я им не позвонил ни разу. Они мне еще звонили после этого раза 2 или 3. Как, Артемий Киевич, не надумали ли вы, нет ли у вас чего-нибудь для нас? Неплохо бы повстречаться. Я говорил, да нет, ничего нет, я даже не знаю, зачем встречаться, нет, ничего не получится. Все. Результатом этого стало то, что в сентябре того же 1983 года, то есть где-то спустя месяца 3 после этого разговора, а также моих неответов на звонки, меня уволили без всякой особой причины за нарушение трудовой дисциплины. Меня уволили из института аккуратно накануне защиты кандидатской диссертации. Такая у меня была история с Комитетом госбезопасности. Конечно, то, что их интересовали не подпольные концерты, а знакомые иностранцы, это было умно. Потому что стукачей среди этих самых подпольщиков, от организаторов концертов до музыкантов, их там было полно. Наверняка у них информации об этом хватает. А я на самом деле, возможно, располагал какой-то важной и уникальной для них информацией, почему, собственно говоря, они и пошли именно по этой самой дорожке. Была еще одна маленькая, совсем непонятная, загадочная история. Это мне соседка рассказала, что однажды ночью она проснулась, жила на 5-м этаже, а я на 6-м. Проснулась от того, что глухой ночью по моей комнате ходили взад-вперед, какие-то звуки раздавались и так далее, при том, что меня там не было. Я в это время был где-то или в Питере, или в Грузии, или в Прибалтике, в общем, где-то. Кто-то там, у меня явно шуровал, устраивал обыск. Но кто это был, я понятия не имею. Это могло быть КГБ, но точно так же это могли быть и менты. И о ментах, кстати говоря, у нас пойдет речь аккурат в следующей серии популярной советологии. Меня зовут Артемий Троицкий, это поп-совет, всем счастливо, и через день, наверное, мы продолжим рассказ о всяких шпионско-криминальных страстях. Счастливо!